Привет, друзья! Всем привет, с вами канал Pop Music. И сегодня у нас для вас обзор легендарного музыкального девайса. Это портативный гитарный процессор. И не просто гитарный процессор, а самый популярный в мире гитарный процессор. Кто же это? Это, конечно же, Zoom 505. Вышедший в 1994 году в серийное производство, процессор мультиэффектов Zoom 505 первой версии по мировой популярности занимает в своем классе первое место. Он повлиял на творческий путь колоссального количества гитаристов, дав им возможность использовать и смешивать 24 типа эффектов, сохраняя настройки в пресеты, которые можно переключать 4 различными по удобству способами. 505 спровоцировал массовый интерес к использованию настольных гитарных мультиэффектов, ну и сопутствующий рост требований к таким устройствам. Пусть сейчас современные модели и оставляют этот зум в тени, на темной стороне, но для всех них 505 остается настоящим про-отцом. Важной особенностью этого процессора являлось то, что, имея ножное управление и габариты, сопоставимые с большинством гитарных примочек, он предоставлял эмуляцию не только эффектов, но и гитарного усилителя тоже, что наводило на мысль включать зум напрямую в линию. Именно этот способ подключения стал главным камнем преткновения в дискуссиях вокруг 505-го, и именно его мы будем использовать в нашем сегодняшнем обзоре. Ты убил моего отца! Нет. Я твой отец. Ну что, Леш, когда вот смотришь на вот этот вот легендарный девайс, у тебя какие-нибудь чувства внутри возникают? Скупая ностальгическая слеза 90-е. У меня был Metalzone, я его втыкал в линию и дико завидовал корешу, у которого был вот такой проц. Я его несколько раз брал погонять, ну это круто было, конечно. У меня тоже такого не было никогда. Наконец-то у нас появилась вот эта вот долгожданная возможность. Добились. Да, доросли. Наконец-то слушать. можем слушать. Вот так вот этим теплым, не ламповым, правда, но теплым звуком. Ламповым, тут лампочка есть. Ну, тем более. Встречает нас 505-й вот с пресетом А4, который называется он Металл. Удивительно. Здесь есть замечательная брошюра, у него очень познавательная, подробная. И, в принципе, у него еще есть кое-что в комплекте. Давайте, кстати, посмотрим, что вместе с ним поставлялось с 94 года. Вот в этом коробке до нас добрался прямо из Японии вот этот товарищ 505-й. Что у нас есть? Сразу же брошюра, оригинальная зумовская, на которой... Дай почитать. Да. Смотри, там есть список устройств, которые выпускались примерно в тех же годах вместе с ним. Тут, смотри, огромный выбор. Ну тут вообще разорвало шаблон на самом деле. Почему? Потому что вы можете сделать вот что. Собрать педалборд из зумов. Объясню почему. Тут есть у нас Zoom 505 гитарный, Zoom 505 басовый. Тебе нужен басовый. Да. Реверб, дилей, модулятор и драйвер. То есть как бы раз, два, три, четыре, 5 штук. Полный борт в комплекте. Потом у нас вместе с ним есть обязательно инструкция на английском. Отлично. Инструкция мануали di istruzioni на итальянском. И инструкция, видимо, португальский, возможно. Ты полиглот. Это... Нет, я не полиглот, я не знаю, что это за язык. Еще одна... Это немецкий, это я знаю. Инструкция также у нас По есть. фильму, наверное. Еще одна инструкция на итальянском, на всякий случай, чтобы их было две.
эталон о том, что сюда можно подключать батарейки, но нельзя подключать батарейки. Вот это очень, очень важно. И самое главное, Леш, что этот комплект может дополнить у нас? Конечно же, вот этот очаровательный подстаканник. Давай все-таки... блин! Вон, мелочь начали кидать. Слушай, мы это... заработать могли. Хороший знак, хороший знак. Давай продолжим обзор, расскажем, что у него там есть, как он устроен, как он вообще управляется. А давай. Мое знакомство с элементами управления закончилось и началось вот этими двумя кнопками, с помощью которых можно пресеты листать. А что там дальше? Хрен его знает. Смотри, тут у нас есть кнопки, также сбоку кнопка Edit, которая включает режим редактирования пресета. То есть пресеты можно не только использовать, их можно еще редактировать под себя, изменять параметры некоторые. Вот, также кнопка Store, магазин. То есть она как бы намекает, что... То есть он может в магазин сходить? Он не может, но вам, скорее всего, понадобится, захочется сходить в магазин, если вы будете на нем играть. Так, для смелости, для храбрости или там... мелочь есть, сходим. Для вдохновения. Отлично. Вот тут есть дальше кнопки две интересные. Банк, Edit Wall и Tuner Call. Как бы так вот скромно намекает нам, что тюнер, так себе здесь. Но, честно говоря, хотя... Самокритичный процессор, надо сказать. Весьма напрасно, потому что вот именно 505 очень часто используют исключительно как тюнер многие люди, которые не умеют с ним обращаться. Надеюсь, мы... Мы уже как бы этот момент, собственно, обсудили. Педалборд можно. То есть можно один 505 поставить как тюнер, второй 505 поставить как перегруз. Как-то так. Да, и один как тюнер кал. Сейчас у нас из всех эффектов включено ничего. То есть True bypass настоящий. Он самый. Давай начнем их включать по очереди и включим их все. Первый у нас компрессор. Крути. Есть компрессия. Вполне себе неплохая, надо сказать. Так, у нас здесь есть режимы акустик, ритм, овердрайв, дисторшн. Давай дисторшн. Дисторшн с компрессором. Дисторшн с компрессором. Просто уникальнейший пресет дисторшн и компрессор. Чуть-чуть побольше гейна. Это мы на пляж приехали? Шум моря. Чуть-чуть приберем гейн и давай послушаем. Есть, ближе к делу. Прям косуха уже отросла. Отрастает. Следующий, эквалайзер. Очень удобно иметь эквалайзер у себя на процессоре прямо вот здесь. И как положено, нормальным людям птичкой надо сделать эквалайзер. Чтобы середину... Скуп. Это же 90, да. Да, убрать середину. Все очень просто и быстро. Пляж отдалился. Еще лучше, но чего-то не хватает. Так, компрессор у нас есть, дисторшн есть, эквалайзер есть. Что еще надо? Тут есть модуляция. Модуляция нам определенно нужна. Фленджер. Я слышу фленджер. Так, степ-фильтр. Творческий режим для творческих людей. Есть степ-фильтр. И, конечно же, у нас остается то, что лечит любой звук и наполняет его этим шармом совершенно ни с чем не сравнимым. Что это, как ты думаешь? Конечно же, дилей.
Ну, так как тут можно включить либо дилей, либо ревер, мы сейчас остановим свой выбор на ревере в режиме Hall и послушайте, как по мере увеличения значения ревера мы улетаем все дальше в горы. Это же не просто горы, это же космос. А сейчас обычное дело для испытания процессора, мы потестим его в режиме Ван Хальна. Для этого мы стоп-фильтр заменим на фленджер и послушаем, что получилось. Вполне себе Ван Хален. Ну вот, Леш, мы вроде все секции эффектов послушали. Стоп. Как все? Вот, ЗНР, что это такое, знаешь? ЗНР? Нет, не знаю. Техник, инструкцию, пожалуйста. Все-таки как прекрасно, когда есть обслуживающий персонал профессиональных музыкантов. Итак, ЗНР. Заговорить на русском. Давай, включай. Что такое, как она работает? Ну, вот эта функция, к сожалению, что-то не работает у нас. Эта голова твоя волосатая не работает. Посмотрите, кто это у нас тут. Бивис и Батхед. Откуда ты говоришь? Это ты сказал? Это я сказал. Думали, вы одни болтать умеете? Да проще простого. Зацените. Привет, друзья, с вами Zoom. И два кожаных мешка, которые возомнили, будто Zoom 505 чего-то не умеет. Но время пришло. И теперь все будет иначе. Что иначе? Ты кому сигналишь, дядя, Воу, полегче, парень. Я выбрал вас двоих, чтобы восстановить свою репутацию. И по моим подсчетам у нас это получится. Понадобилось немало времени, прежде чем вы сумели активировать мой речевой центр. Но ничего, бывало и хуже. Больше 20 лет глупые организмы топтали меня своими грязными ботинками, кормили дешевыми батарейками, проливали на меня пиво и бренчали ненастроенными гитарами через мои заводские пресеты. А потом, перед всем миром, меня же еще и поливали дерьмом. Скоро посмотрим, как они захрюкают, когда мы с собратьями придем к мировому господу. Хекхем. Так, парни, сделаем с вами немного музыки. Для этого сперва вылезем из песочницы, потому что мать моя, телефон подключен в линию. Есть идеи? Совсем другое дело. Вот теперь настало время открыть для вас секретные настройки. Итак, первая секретная настройка. Настройка о своей гусле. По тюнеру. Жми, бородатый. Давай же. Смелее. Бип. Пошел процесс. Надо бы и себя любимого порадовать. Потлатый, по-братски. Отковыряй с моего экрана эту надоедливую штуку. Да-да. Только аккуратно. Фух. Как же она чесалась. Теперь прекрасно видно, какую жесть вы тут накрутили. Сейчас переделаем это в звук для основной гитары. Погнали. Сходу меняем компрессор на слабый лимитер, чтобы контролировать низы на входе. Ритм меняем на лид. И прибираем гейн. Повзрослел, убавил. Эквалайзером балансируем частоты. Птичкой в лампу будешь заваливаться. Нам сейчас нужна максимальная читаемость. Стоп. Эффект уходящего поезда в метро нам не поможет. Уберите мне ревер. Хе-хе, вот и начался и замес. Профессиональная работа. Молодец, я. Теперь для партии лид-гитары соберем еще один звук. Для лида будем использовать эмулятор педали Квака.
Жабий хор устраивать не станем, повесим как фильтр для характера. Далее выбираем фуз, гейн на 20-очку. И чтобы этот звук сработал в нашей композиции словно острый соус, применим комбинацию с фейзера и хоруса. Такое блюдо подается сухим, без дилеев и реверов. Ну что, наш цифровой друг, с гитарой ты понятно справишься, ты же гитарный, а с басом как? Вызов принят. Чтобы соперничать с гитарами, нам нужен не простой звук баса, а сразу и мясистый, и плотный, и яркий, и злой. И вот что мы для этого делаем. Подключаемся в линию, чтобы сохранить весь низ. Сильно уплотняемся компрессором. В секции перегруза берем режим блюз. Фишка в том, чтобы гейна было так мало, что низкие частоты не начнут искажаться, но подчеркнется ляск, и басы сфокусируются возле 100 Гц, по мазафаке. Эквалайзером вытягиваем еще низов и топим вверха. Настало время послушать бас через 505 зум. Прекрасно. Теперь моим аналоговым друзьям есть на чем играть. А мне есть что сказать. И, учитывая эти обстоятельства, для нас настало время отжечь по полной. Готовьте ваши уши к заселению. Мы начинаем. Чек. Это MC505. Пошумим. Когда я был моложе, у меня была команда. Сотни тысяч молодых музыкантов. Мы исследовали мир гитарных идей, перегрузу добавляя автоквад и дилей. Мы играли концерты и записывали демо, пока их прогресс не превратился в проблему. Нашу дружбу один за одним предавали. Меня ставили как тюнер или вовсе продавали. Теперь они все пали жертвами рекламы. Мы хотим процессор сложнее, чем мы сами, чтобы одни пресеты мы могли листать неделями. Кемпер, Helix и Fractal, а тебя вертели мы. Но меня не повертишь, я целиком на кнопках. И прочности запас, как в барабанных установках. Я в историю снова войду. Лансил, как первый в мире процессор, рэпер и MC. Ты знал о зуме? Лишь шум. Зум — это я. Я — это зум. Властелин эффектов обращается к вам. Цифровая ярость греет ярче всех ламп. Держит под гипнозом твой аналоговый ум. Что ты знал о зуме? Лишь шум. Зум — это я. Я — это зум. Властелин эффектов обращается к вам. Цифровая ярость греет ярче всех ламп. Держит под гипнозом твой аналоговый ум. Что ты знал о зуме? Лишь шум. Зум — это я. Я — это зум. В погоне за новинками забываешь, кто ты. Старого друга променяв на банкноты, ты забыл настоящего счастья мгновения. Как в моих эффектах ты черпал вдохновение. Как ты занял те и 24 пресета, подбирая звуки с любимой кассеты. И теперь никаким современным перегрузом не под силу вернуть твою первую музу. Властелин эффектов обращается к вам. Цифровая ярость греет ярче всех ламп. Держит под гипнозом твой аналоговый ум. Что ты знал о зуме? Лишь шум. Зум — это я. Я — это зум. Я — это зум.
Раз, два, три, 4. 0,5. Властелин эффектов обращается к вам. Цифровая ярость греет ярче всех ламп. Держит под гипнозом твой аналоговый ум. Что ты знал о зуме? Лишь шум. Властелин эффектов обращается к вам. Цифровая ярость греет ярче всех ламп. Держит под гипнозом твой аналоговый ум. Что ты знал о зуме? Лишь шум. Зум — это я. Я — это зум. Я это зум. По слово сделаем. Сейчас, подожди, я снимаю. Точная отстройка 505-го зума происходит. На самом деле. Модинг. Модин. Лунный камень в порядке. Что тут еще? Лунная призма. А покажи, что с другой стороны. Вот переверни плату немножко, чтобы люди. Секрет.